Привет! Сегодня готовлю салаты и закуски из пекинской капусты. Все блюда, которые покажу сегодня, разнообразят не только повседневный стол, но и с легкостью станут украшением любого праздника. Ведь сегодня я приготовлю фаршированную пекинскую капусту. Будут оригинальные и простые салаты, а также непревзойденное кимчи, но в супер быстром исполнении. Не пропустите, ведь еще будут очень интересные пикантные заправки. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а начну я с оригинальной закуски, которую можно приготовить из пекинской капусты. Делаю начинку. Брынзу слегка разминаю вилкой. Добавляю творожный сливочный сыр и немного сметаны. Перемешиваю так, чтобы масса стала максимально однородной. Маслины без косточек и оливки, фаршированные лимоном, можно, конечно, взять любые, нарезаю тонкими колечками. Это тоже будут составляющие начинки. Еще я взяла красный и желтый сладкий перец, очистила от сердцевины и семечек и нарезаю их мелким кубиком. Хорошенько перемешиваю все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Небольшую скумбрию горячего копчения разбираю на очень мелкие кусочки. Естественно, предварительно снимаю кожу, удаляю внутренности и тщательно выбираю косточки. Кусочки рыбы аккуратно вмешиваю в начинку. Начинка готова. Теперь очередь дошла непосредственно до пекинской капусты. Качан режу пополам, мне понадобится 1/2. Капусту буду фаршировать. Листья буду аккуратно отодвигать и промазывать начинкой. На наиболее плотную и жесткую часть листьев, которые находятся ближе к кочерышке, то есть основанию капусты, начинку наносить не буду. Распределяю начинку достаточно тонким слоем. Как только листья промазала, отодвигаю следующие и все манипуляции повторяю. В самую сердцевину качана, где находятся мелкие листики, срезаю, но не выбрасываю, они мне еще пригодятся. Положу их в те места, где есть небольшие пробелы. В итоге у меня получился вот такой огромный веер. Форма и размер будут, конечно, зависеть непосредственно от каждого качана капусты, потому что листья в них могут расти по-разному. Теперь осталось всю эту красоту свернуть в максимально тугой рулет. Делать это совсем не сложно, потому как листья, промазанные начинкой, становятся более послушными и эластичными. Сформированный рулет плотно заворачиваю в пищевую пленку. Убираю в холодильник минимум на 2-3 часа. Сервировать фаршированную пекинскую капусту лучше всего непосредственно перед подачей на стол. Аккуратно снимаю пленку. Как видите, рулет прекрасно держит форму, ничего не распадается. Основание, где находится кочерышка, я отрезаю, ведь начинки там практически нет. И режу фаршированную пекинскую капусту на ломтики толщиной примерно 1,5-2 см. Вот такая красивая и нарядная фаршированная капуста внутри. Сервирую на большом блюде, ведь ломтики достаточно крупные, но форму держат очень хорошо. Закуска получается не только яркой, но и очень вкусной. Очень нежная начинка с хрустящим перцем, пикантными оливками и маслинами и легким ароматом подкопченой рыбы. Салаты на основе пекинской капусты максимально просты в своем исполнении. Ведь достаточно смешать несколько ингредиентов, и отличный салат уже у вас на столе. Итак, для салата тонко шинкую листья пекинской капусты. Перекладываю в глубокую емкость, где будет удобно салат перемешать. Тонкими длинными брусочками режу соленые бочковые огурцы. Также отправляю в салатник. Яйца заранее сварила вкрутую, отделяю белки от желтков. Желтки пока убираю в сторону. Белки нарезаю тонко длинной соломкой. Нарезанные белки отправляю к капусте и огурцам и добавляю консервированную кукурузу. Вареные желтки слегка разминаю. Добавляю по щепотке соли и черного молотого перца, а также неострую горчицу. Тщательно растираю и вливаю сметану. Хорошенько перемешиваю до однородности. Получается вот такой красивый, густой, яркий и очень вкусный майонез, но без масла. Именно этим майонезом и заправляю салат. Перед подачей можно добавить немного зелени по вкусу. Я, например, люблю слегка посыпать укропом. Ну что ж, все как я люблю. Быстро, просто и отменный результат. Вкусный хрустящий салат с отличной заправкой. Для следующего салата мне понадобится нежная часть листьев пекинской капусты, поэтому жесткую ножом вырезаю.
а оставшуюся зеленую часть листьев тонко шинкую. Выкладываю в глубокую емкость. Свежую сочную морковь можно либо нарезать очень тонкими брусочками, либо использовать шинковку для корейской моркови. И еще один ингредиент – слабосоленая горбуша. Конечно, можно взять любую соленую красную рыбу. Ее нужно нарезать тонкими длинными брусочками. Все компоненты салата я подготовила, осталось сделать заправку. Для заправки мне понадобится свежевыжатый гранатовый сок. Отделяю некоторое количество зерен граната и выжимаю из них сок через хлопчатобумажную ткань либо марлю, сложенную в несколько слоев. Работать при этом лучше всего, конечно, в перчатках, потому что гранатовый сок достаточно сильно красится. Итак, для заправки беру свежевыжатый гранатовый сок, добавляю щепотку черного молотого перца, вливаю соевый соус натурального брожения и оливковое масло. Масло, в принципе, может быть любым растительным. Все ингредиенты соуса перемешиваю и заправляю в салат. Сервирую салат на большой тарелке, сверху посыпаю семенами кунжута. Ну как вам? Мне очень нравится. Свежо, сочно, пикантно. Выглядит вроде бы достаточно просто, но при этом такое богатство вкусов. И есть только один минус. Такой салат съедать нужно незамедлительно. Как и многие другие салаты с пекинской капустой, долго стоять на столе в заправленном виде они, к сожалению, не могут. Думается мне, пришла пора добавить чего-то острого и жгучего. Буду готовить кимчи. Беру достаточно большой качан пекинской капусты. Делаю надрез у основания и далее качан разрываю пополам руками. Таким же образом делю на две части каждую из половинок. Традиционно кимчи готовят именно из таких кусков, четвертинок. Но я сегодня готовлю более быстрый вариант, поэтому капусту порежу на части. Самое основание, где находится кочерышка, я отрезаю. Далее режу капусту большими квадратами или прямоугольниками. Нарезанную капусту выкладываю в большую глубокую емкость, потому как места она занимает достаточно много. Капусту нужно засолить. Чтобы ускорить этот процесс, сначала вливаю совсем немного воды и насыпаю соль. Капусту аккуратно перемешиваю. Просаливаться она будет в течение 2 часов. При этом каждые полчаса капусту аккуратно перемешиваю, поднимаю вверх ту, что находится на дне. По истечении 2 часов капуста значительно уменьшится в объеме, станет достаточно соленой, но останется хрустящей и будет более эластичной. Весь выделившийся сок с водой с капусты сливаю и буду хорошо ее промывать 3-4 раза в чистой воде. Промытой капусте даю хорошенько стечь. Кимчи – это острая закуска, и добавлять в нее нужно молотые хлопья перца чили. Мне такой купить не удалось, поэтому в блендере я измельчила сушеные перцы чили. Также жгучести и аромата кимчи добавляют свежий чеснок, репчатый лук и имбирь, который я также измельчаю в кухонном комбайне до состояния пюре. Рыбный соус, который способствует ферментации и длительному хранению кимчи, также не очень легко найти. Я его заменяю на соевый соус натурального брожения. Пока просаливается пекинская капуста, можно заняться всеми остальными компонентами для кимчи. Сначала варю так называемую рисовую кашку. В ковш наливаю воду и насыпаю рисовую муку. Включаю огонь и, постоянно помешивая, прогреваю. Когда смесь загустеет, станет похожей на клейстер и вот-вот закипит, добавляю тростниковый сахар. Хорошенько перемешиваю. Как только появляются пузырики, то есть смесь начинает кипеть, огонь выключаю, и готовая кашка должна полностью остыть. Рисовая кашка уже остыла, также отправляю ее в комбайн. Молотый перец чили очень жгучий, но достаточно яркого красного цвета он не дает, поэтому добавляю и обычный молотый красный перец. Смешиваю все до однородности. Далее тонкой соломкой нарезаю овощи. Чаще всего используется дайкон и небольшое количество моркови. Тонко нашинкованные овощи выкладываю в емкость к жгучей заправке. Туда же добавлю пучок зеленого лука. Режу его немного в диагональ, чтобы получалась также длинная тонкая шинковка. Все компоненты я подготовила, теперь осталось все объединить. Лучше всего делать это в большой глубокой емкости, потому что продуктов все же достаточно много. Вода с пекинской капусты уже стекла. Добавляю к капусте острую заправку и тщательно перемешиваю. Удобнее всего делать это рукой. Жгучего перца в кимчи очень много, поэтому лучше всего руку защитить перчаткой. Рисовая кашка делает заправку густой и тягучей, и каждый кусочек пекинской капусты обволакивается ею полностью.
Теперь кимчи нужно убрать в подходящую емкость для хранения и ферментации. Я раскладываю сразу по небольшим контейнерам и закрываю их. Кимчи можно сразу убрать в холодильник, и через 2 недели она будет готова. Но чтобы ускорить процесс ферментации, можно оставить ее при комнатной температуре на 1-2 дня, что я, собственно говоря, и сделала. И если свежеприготовленная кимчи просто невероятно острая и жгучая, то уже на следующий день вкус становится несколько мягче, что как раз говорит о том, что начался процесс ферментации. При комнатной температуре кимчи я выдерживаю 2 суток, после убираю в холодильник, где процесс ферментации продолжится, но будет более замедленным. Соответственно, острота кимчи станет еще более мягкой, ведь это блюдо и должно быть острым. Кстати, я количество перца значительно уменьшила, в оригинале его гораздо больше. Мои гости, любители остренького, остались очень довольны. Для следующего салата небольшой качан пекинской капусты тонко шинкую. Резать начинаю с верхней части, где листики более нежные. Самую нижнюю часть, более грубую, для салата не использую. Свежий огурец режу четверть кольцами, отправляю в салатник к капусте. Нарезаю тонкими перышками красный салатный лук. Еще мне понадобится зеленое яблоко, режу его тонкой соломкой. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызгиваю лимонным соком. И перекладываю к остальным компонентам салата. Также добавляю немного нарезанного тонкой соломкой красного сладкого перца и измельченный укроп. Я взяла уже очищенное от костей и кожи филе слабосоленой сельди. Режу очень тонкими ломтиками. Селедка также ингредиент салата. Для заправки смешиваю нерафинированное подсолнечное масло, лимонный сок, зерненую горчицу и добавляю маленькую щепотку соли. Делать это лучше по вкусу, ведь селедка может быть более или менее соленой. Но ее, во-первых, не так много в салате, а вот несоленых овощей и фруктов достаточно большой объем. Заправляю салат и очень аккуратно его перемешиваю. Заправленный салат должен постоять буквально 2-3 минуты, чтобы все ароматы объединились. Выглядит очень аппетитно, и на вкус салат невероятно хорош. В нем много сочных хрустящих компонентов. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, блюда из пекинской капусты вам приглянулись, и вы что-то обязательно приготовите.